Миссис Робинсон, здравствуйте. Здравствуйте. Будет такой вопрос, в связи с тем, что тема это именно реабилитация пациентов, да, после нейрохирургических операций. Мы знаем, что это, как правило, высокотехнологичные операции, да, это область, которая чаще всего применяется, какие-то инновационные технологии. А что касается реабилитации таких пациентов, здесь тоже имеют место быть инновационные технологии или какие-то стандартные методы применяются? Вообще, что лежит в основе реабилитации пациентов после нейрохирургических операций? So you know that this is the Center for High Technology Neurosurgical Care for different patients from different regions, and they use very high-tech things, very different innovations, something new, something progressive, something that have never been used before. Is it the same in terms of rehabilitation? When you do rehabilitation for patients after this kind of surgical interventions, do you also use some high technology or do you use classical approach, and why rehabilitation is needed? Okay. All right, so rehabilitation is needed because we need to influence the recovery of the brain. Реабилитация очень нужна, потому что нам нужно воздействовать на то, как восстанавливается мозг. We know that the experiences that the brain has through learning cognitive information or movement, it actually changes the neurons of the brain to perform the job that they've been practicing. Мы знаем, что сами нейроны, клетки мозга изменяются в ответ на те физические или эмоциональные воздействия, которые с ними происходят. And rehabilitation can really use a combination of very high technology interventions as well as very low technology. И реабилитация может включать как очень высокотехнологические методы, так и совершенно базисные, классические, стандартные. So a big part of rehabilitation is just to help guide patients through performing everyday tasks with the best possible quality of movement. И наша основная задача – помочь пациенту дальше в жизни действовать и общаться так, как будет для него наиболее комфортно, как наиболее функционально и как для него вызывает наименьшее количество трудностей. And on the other end of the spectrum, we could train a patient on a treadmill with body weight support harness and computerized robotics to guide their movements. То есть помимо того, что у нас основная задача направлена на функциональность именно, у нас также есть высокотехнологические методы, которые как бы не функциональны с первой точки зрения, но могут использовать роботы, подвешенные вещи, локоматы, использование беговой дорожки, использование дополнительных грузов и так далее. And I think a great part about rehabilitation is that because we can do such low-tech interventions, it's very possible to bring it to most people and for them to be able to carry through on their programs, their rehabilitation programs at home. Но я считаю, что большое преимущество тех методик, которые мы не называем высокотехнологическими, а которые классические или базисные, их преимущество в том, что мы их можем донести до каждого пациента, которому эти методики нужны. Спасибо. И еще один последний вопросик будет такой. Вот эти все технологии, да, реабилитации, все-таки как правильно? Они должны быть на базе клинических, да, больниц, таких общего профиля, да? Или это какие-то отдельные центры? Вот как, может быть, обстоит дело в США, да? So now we know that rehabilitation is needed. The second question is where it should be performed. Should it be some specialized rehabilitation centers or should it be done in normal standard hospitals for usual care? And how it works in your country? Certainly rehabilitation happens in specialized centers and in just regional hospitals and just ambulatory clinics as well. Реабилитацию мы делаем везде, и в специальных центрах, которые только реабилитацией занимаются, и в обычных больницах, и дома, и на амбулаторном уровне. I think that the challenge is to have the professionals in all of those areas trained in the latest evidence-based techniques that are going to be most effective for the patient. То есть здесь самое важное, чтобы специалист, который общается с пациентом и который помогает ему восстановиться, был очень высококлассным в плане профессионализма, чтобы он использовал те методики, которые доказали свою эффективность, которые основаны на современных исследованиях и подходах. And I think it's a very large body of knowledge, so it's difficult or impossible for one person to be skilled in all areas of rehabilitation. И, естественно, один врач не может овладеть абсолютно всеми методами реабилитации. Это не под силу никакому самому замечательному специалисту. Это должна быть команда. So, for example, I'm a specialist of neurologic rehabilitation. То есть, например, я специалист по нейрореабилитации. I'm
definitely not nearly at the level of my colleagues who are specialists of, say, orthopedics or women's health. То есть, например, у меня есть коллеги, которые специализируются на здоровье женщины или которые специализируются на ортопедических, хирургических сферах и пациентах. И, конечно, мои знания в общей сложности по их, например, сферам деятельности существенно меньше, чем в том поле, в котором работаю я.